Атомные электростанции дают около 10 части всего электричества на планете и делают это почти без выбросов в атмосферу. Но у этой частоты есть цена, о которой в рекламных роликах не говорят почти никогда. Каждый реактор ежегодно оставляет после себя десятки тонн отработавшего топлива, которое нельзя сжечь, растворить или вывести на свалку. Эти керамические таблетки будут оставаться смертельно опасными не годы и не десятилетия, а сотни веков подряд. И здесь начинается самая странная инженерная задача в истории человечества. Нам нужно построить хранилище, которое переживет войны, ледники, смену языков и падение целых государств. Оно должно молчать даже тогда, когда никто на Земле уже не помнит, кто и зачем его построил. За последние 70 лет отходы топили в океане, заливали бетоном и просто складывали рядом с реакторами. Один проект стоимостью в миллиарды закрыли после десятилетий работы. Другой едва не погубила обычная бочка с неправильным наполнителем. А в финском граните прямо сейчас происходит то, чего не делала еще ни одна страна мира. Досмотрите до конца, и вы поймете, почему главной защитой может стать забвение. Начнем с того, что в массовом сознании ядерные отходы выглядят совсем не так, как в реальности. Это не зеленая светящаяся жижа и не бочка, от которой идет пар. Отработавшее ядерное топливо — это твердая керамика, спрессованная в таблетки размером примерно с ластик на карандаше. Таблетки укладывают столбиком внутрь тонких металлических трубок из циркониевого сплава, а трубки собирают в топливные сборки. Именно в таком виде топливо приходит на станцию, работает несколько лет в реакторе и в таком же виде оттуда выходит. Меняется не форма, а содержание. Пока топливо работает, часть атомов урана делится, и внутри трубок появляются десятки новых элементов — продукты деления. Одни из них исчезают за считанные дни, другие живут десятилетиями, а некоторые остаются активными невероятно долго. Из-за этой смеси сборка, вынутая из реактора, излучает так интенсивно, что человек рядом с ней получил бы смертельную дозу за считанные минуты. Важно понимать, что отходы бывают очень разными. Специалисты делят их на низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. Низкоактивные — это перчатки, спецодежда, инструменты, фильтры, обломки труб. Их объем огромен, но опасность невелика, и хранят их в обычных приповерхностных могильниках. Высокоактивные отходы — совсем другая история. По объему это лишь малая доля всего, что образуется в атомной отрасли, но именно на них приходится подавляющая часть всей радиоактивности. Масштаб проблемы легко недооценить. За всю историю мирной атомной энергетики в мире накопилось порядка 400 тысяч тонн отработавшего топлива. Часть его переработали, но большая часть по-прежнему просто лежит и ждет решения. И почти все это богатство находится там же, где и появилось, прямо на площадках самих атомных станций. Свежевыгруженную сборку нельзя просто взять и закопать. И причина здесь не в излучении, а в тепле. Даже после остановки цепной реакции распад накопленных внутри элементов продолжается, и топливо продолжает греться само по себе. Первое время одна сборка выделяет столько тепла, что без охлаждения она разогрелась бы до опасных температур и повредила оболочку трубок. Поэтому у каждого реактора есть бассейн выдержки — глубокая бетонная ванна, облицованная нержавеющей сталью и заполненная водой. Сборки опускают под воду с помощью крана и ставят в стальные стеллажи на дне. Слой воды над ними обычно составляет несколько метров, и этого достаточно, чтобы человек мог спокойно стоять на мостике сверху. Вода здесь работает сразу в двух ролях — отводит тепло и одновременно служит прекрасной защитой от излучения. Иногда над свежими сборками можно увидеть слабое голубое свечение — знаменитый эффект Черенкова, который возникает, когда частицы движутся в воде быстрее света в этой среде. В бассейне топливо проводит годы, и за это время его тепловыделение падает в десятки раз. Дальше сборки можно переложить в сухие контейнеры, массивные металлические или бетонные капсулы высотой с небольшой дом.
Внутрь закачивают инертный газ, крышку герметично заваривают и контейнер выставляют на открытую бетонную площадку. Охлаждение идет просто за счет движения воздуха вдоль стенок, без насосов и электричества. Выглядит надежно, и по-своему это действительно так. Но обратите внимание на важную деталь. И бассейн, и площадка с контейнерами требуют людей. Кто-то должен следить за уровнем воды, проверять герметичность и охранять территорию. Такие сооружения рассчитаны на десятилетия, максимум на сотни лет. А топливу внутри нужно оставаться изолированным несравнимо дольше. Это не решение, это пауза. Пока инженеры спорили о вечных хранилищах, у мира была задача попроще. Куда девать отходы прямо сейчас? И ответ на нее десятилетиями звучал предельно цинично. Туда, где их никто не увидит. С конца 40-х годов несколько стран начали сбрасывать радиоактивные отходы прямо в океан. Технология была обезоруживающе простой. Бочку с отходами заливали бетоном, вывозили в открытое море и отправляли на дно. Британия, Франция, Бельгия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки — все они пользовались этим способом. И вполне официально. Считалось, что океан огромен, а разбавление решит любую проблему. За несколько десятилетий на морское дно ушли сотни тысяч бочек, в основном с низко- и среднеактивными отходами. Проблема в том, что стальная бочка на дне не вечна. Уже в 70-е годы исследователи находили ржавые, раздавленные давлением емкости, из которых содержимое давно ушло в воду. Общественное давление росло, и в итоге сброс отходов в море был сначала приостановлен, а затем окончательно запрещен поправками к Лондонской конвенции в начале 90-х годов. Целая эпоха утилизации закончилась признанием. Это была не переработка, а откладывание счета. Похожая логика работала и на суше. На атолле Эневеток в Тихом океане, где проводились ядерные испытания, загрязненный грунт и обломки собрали в один воронкообразный кратер и накрыли бетонным куполом. Так появился купол Рунит. Инженерный компромисс был очевиден всем. У купола просто нет бетонного дна. Радиоактивные материалы отделены от грунта и грунтовых вод только той породой, что оказалось под ними. Сегодня специалисты внимательно наблюдают за трещинами в бетоне и уровнем океана вокруг сооружения. Вывод из этой главы простой и очень неприятный. Почти все ранние решения строились по принципу «с глаз долой», и почти все они рано или поздно потребовали возвращаться и разбираться заново. Именно поэтому современные проекты выглядят настолько параноидально осторожными. Когда стало ясно, что прятать отходы в океане больше нельзя, инженеры принялись искать по-настоящему окончательное решение. И здесь начинается самая изобретательная часть этой истории, потому что рассматривались варианты один смелее другого. Первым в списке был космос. Логика выглядела безупречно. Если отходы опасны на Земле, отправим их туда, где Земли нет. Проекты обсуждались всерьез, вплоть до вывода контейнеров на солнечную орбиту. Но арифметика оказалась беспощадной. Запуск каждого килограмма груза стоит огромных денег, а отходов накопились сотни тысяч тонн. Добавьте к этому главный аргумент. Ракеты иногда взрываются на старте. Одна неудачная миссия могла бы рассеять высокоактивные материалы над огромной территорией. От идеи отказались именно из-за неприемлемого риска. Второй вариант — лед Антарктиды. Предполагалось, что горячие контейнеры сами протают себе путь вглубь ледника и окажутся замурованы под многокилометровой толщей. Красиво на бумаге, но поведение ледника предсказать невозможно. Лед течет, а материк защищен международным договором, прямо запрещающим размещать там радиоактивные отходы. Обсуждали и зоны субдукции — места, где одна плита земной коры уходит под другую. Идея была в том, чтобы позволить планете самой утянуть контейнеры вглубь. На практике процесс идет с черепашьей скоростью, а сами такие зоны — это районы мощнейших землетрясений. Еще один проект предлагал бурить скважины прямо в глинистом дне океана, где отложения накапливались очень долго и почти не тревожились.
В итоге победила самая скучная и самая приземленная концепция — глубокое геологическое захоронение в стабильной сухой породе на суше. У нее есть решающее преимущество перед всеми конкурентами. Такое хранилище можно построить, изучить, проверить, а при необходимости вскрыть и достать контейнеры обратно. Ни космос, ни ледник, ни морское дно такой возможности не дают. Вечное решение не должно быть необратимой ошибкой. Теперь спустимся туда, где эта теория превратилась в бетон, медь и гранит. Западное побережье Финляндии, остров Олкилуота. Рядом действующая атомная станция. Под ногами Герда — древний гранитный щит, порода которого остается сухой, прочный и практически неподвижный. Именно здесь построено хранилище с названием Онкало, что по-фински означает просто «полость» или «пещера». Финны шли к этому невероятно долго. Закон, обязавший страну хранить свои отходы на собственной территории, приняли в 90-е годы. Площадку выбрали в 2000-м. Первые взрывные работы начались в 2004-м, а лицензию на строительство государство выдало в 2015-м. Спиральный транспортный тоннель уходит вниз более чем на 400 метров. К нему добавлены вертикальные шахты и десятки километров подземных выработок. Главный принцип здесь — многобарьерность. Ни один барьер не считается надежным сам по себе, поэтому их выстраивают цепочкой. Первый барьер — сама керамическая таблетка, из которой радиоактивные элементы выходят крайне неохотно. Второй — циркониевая трубка. Третий — массивный чугунный вкладыш, принимающий на себя механическую нагрузку. Четвертый — медная оболочка толщиной около 5 см, потому что медь в бескислородной среде глубокого гранита корродирует феноменально медленно. Дальше начинается самое красивое. Готовую капсулу опускают в вертикальную скважину в полу тоннеля и обкладывают бентонитовой глиной. Бентонит обладает удивительным свойством. Соприкасаясь с водой, он набухает в несколько раз и сам себя запечатывает. Любая просочившаяся влага не размывает барьер, а делает его плотнее. Затем тоннель забивают той же глиной и закрывают бетонной пробкой. Финальный барьер — 400 метров гранита над головой. Хранилище рассчитано примерно на 6500 тонн топлива и 1000 капсул. Работать оно будет до 2120-х годов, а Финляндия стала первой страной мира, доведшей такой проект до реального захоронения. Здесь возникает закономерный вопрос. Если финны справились, почему так не сделали все остальные? Технология давно известна и открыто опубликована, а мешает вовсе не бетон и не геология. Самая показательная история — гора Юкка в штате Невада. Соединенные Штаты Америки выбрали ее еще в 80-е годы и вложили в изучение площадки миллиарды долларов. В толще горы пробурили исследовательский тоннель, провели десятки лет замеров, написали горы отчетов. Но власти штата были категорически против. Спор ушел в политику. И на рубеже 2000-х финансирование проекта фактически свернули. Результат виден до сих пор. Отработавшее топливо американских станций так и лежит в бассейнах и сухих контейнерах прямо на площадках реакторов, разбросанных по всей стране. Второй урок дал завод по изоляции отходов в штате Нью-Мексико, построенный в соляных пластах для отходов оборонных программ. Соль медленно течет и сама затягивает пустоты. Идеальная среда. Но в 2014 году одна из бочек разгерметизировалась под землей. Причина оказалась почти анекдотичной. При упаковке использовали неподходящий органический наполнитель, и внутри пошла химическая реакция с нагревом. Подземный комплекс закрыли на несколько лет, а восстановление обошлось в сотни миллионов долларов. Инженерия была ни при чем. Подвела процедура. Германия получила свой урок в бывшей соляной шахте Ассе. Туда десятилетиями свозили низко- и среднеактивные отходы, считая соль вечно сухой. Но в шахту начала поступать вода, породы стали деформироваться, и теперь стоит обратная задача
Тысячи бочек нужно извлечь обратно на поверхность. Операция растянется на десятилетия и будет стоить миллиарды евро. При этом движение продолжается. Швеция получила разрешение на строительство своего хранилища в Форсмарке по родственной технологии, а Франция готовит проект СИЖО в глинистых породах. Инженерная задача решаема. Нерешаемым слишком часто оказывается согласие общества. А теперь самая странная часть этой истории, где инженеры вынуждены были стать лингвистами, антропологами и художниками одновременно. Хранилище закрыто, тоннели забиты глиной, вход залит бетоном. Проходит 100 лет, 500, 1000 лет. Государства сменились, языки изменились до неузнаваемости, а под землей по-прежнему лежит то, что трогать нельзя. И вот в эту точку приходят люди с буровой техникой, не имея ни малейшего понятия, что там внизу. Как их остановить? В Соединенных Штатах Америки этим вопросом занялась целая экспертная комиссия, собранная вокруг подземного комплекса в Нью-Мексико. Возникла даже отдельная дисциплина — ядерная семиотика, наука о знаках для потомков. Специалисты быстро наткнулись на неприятный парадокс. Череп с костями сегодня означает опасность. Но всего несколько веков назад тот же символ украшал пиратский флаг. Значения знаков плывут, и рассчитывать на них нельзя. Тогда предложили говорить не символами, а самим ландшафтом. В отчетах комиссии появились проекты гигантских полей из бетонных шипов, хаотичных нагромождений глыб и земляных валов, мест, вызывающих отторжение на уровне инстинкта. Параллельно составили текст предупреждения, который стал знаменитым. Его смысл примерно таков. Это место не является местом почета. Здесь не увековечено ничего великого. Здесь нет ничего ценного. Опасность реальна и находится под вами. Но есть и обратный подход, и его выбрали финны. Любой заметный памятник — это приглашение копать. Ведь пирамиды тоже подписывали грозными предостережениями. Поэтому после закрытия хранилище планируют просто не выделять на местности. Пусть лес растет сверху, и пусть никто не приходит туда искать сокровища. Иногда лучшая защита — это забвение. Есть в этой истории деталь, которая все переворачивает. То, что мы называем отходами является лишь частично. Когда топливную сборку вынимают из реактора, использована в ней очень небольшая доля вещества. Основную массу по-прежнему составляет уран, а вдобавок внутри накапливается плутоний, образовавшийся прямо в ходе работы реактора. Оба элемента теоретически можно вернуть в топливный цикл. Именно на этом строится идея переработки, и несколько стран занимаются ею уже давно. Крупнейший в мире завод такого профиля работает в Ла-Аге на севере Франции. Похожее производство десятилетиями действовало в британском Селлафилде. Схема выглядит так. Оболочки трубок разрезают, топливо растворяют в кислоте, а затем химически разделяют уран, плутоний и все остальное. Извлеченные материалы идут на изготовление нового топлива, которое во Франции действительно загружают в реакторы. Но остается то самое все остальное — концентрированный раствор продуктов деления, самая опасная фракция из всех. С ней поступают элегантно. Раствор смешивают с расплавленной стекломассой и заливают в стальные пеналы. Процесс называется витрификацией. Радиоактивные атомы оказываются вплавлены в структуру стекла, которая не горит, не растворяется в воде и не рассыпается. Получается устойчивый блок весом в сотни килограммов, удобный для хранения и захоронения. Почему тогда переработка не стала всеобщим решением? Причин несколько, и они предельно прагматичные. Она дорога. Добыть свежий уран обычно дешевле, чем извлечь старый. Она требует обращения с плутонием, а это отдельная тема с точки зрения нераспространения. И главное, она не отменяет проблему. А стеклованные отходы все равно нужно куда-то деть. Есть и взгляд дальше. Реакторы на быстрых нейтронах способны сжигать долгоживущие элементы, превращая их в более короткоживущие.
Такой подход мог бы сократить срок опасности с сотен веков до нескольких столетий. Но даже в этом идеальном сценарии глубокое геологическое захоронение остается необходимым. Вернемся туда, откуда мы начали. Глубоко под гранитом медленно движется машина без водителя, удерживая капсулу с топливом над готовой скважиной. Механизм опускает ее вниз. Вокруг ложится глина, и тоннель постепенно заполняют до самого свода. Потом бетонная пробка, потом закрытые шахты, потом восстановленный лес наверху. Оглянитесь на путь, который мы прошли за эти минуты. Мы начинали с бочек, сброшенных в море, и бетонного купола без дна. Мы обсуждали ракеты, ледники и морские отложения. Мы разбирали медь, бентонит и гранит, спорили о знаках для потомков и о стеклянных блоках с растворенной в них таблицей Менделеева. И все это ради одной единственной задачи — не передать проблему дальше. Самое удивительное здесь вот что. Человечество строит множество сооружений, которые должны стоять веками и восхищать. Соборы, мосты, плотины, обсерватории. И только одно сооружение проектируется с прямо противоположной целью. Оно должно быть забыто. Оно должно стать невидимым, неинтересным, не стоящим раскопок. Впервые в истории мы вкладываем миллиарды в объект, чей главный успех, если о нем никогда больше не вспомнят. Атомная энергия дала нам десятилетия света в домах и почти чистое небо над городами, а вместе с этим счет, растянутый на сотни веков вперед. И, пожалуй, впервые мы всерьез пытаемся этот счет оплатить сами, а не оставить его тем, кто придет после нас. А теперь вопрос к вам. Что бы выбрали лично вы? Поставить над таким местом огромный памятник с предупреждением или полностью стереть его с карты и позволить лесу все скрыть? Напишите свой ответ в комментариях. Мне действительно интересно ваше мнение. Если это видео заставило вас взглянуть на привычные вещи иначе, поставьте лайк. Это лучшая поддержка канала. Поделитесь роликом с друзьями и близкими, ведь такие истории стоят того, чтобы их обсудить за ужином. И обязательно подпишитесь на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи в новых видео.